Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Вся правда о нем. Загадочный мужчина. Он молчит. Почему он молчит? Давайте с вами узнаем. Как действовать и стоит ли вообще действовать? Второй расклад на запутанную ситуацию. И тему расклада мне написала одна из моих очень активных подписчиц, Юлия. Юленька так и написала. Мужчины какие-то загадочные пошли. Если меня смотрят мужчины, а я должна сказать, много на нашем канале мужчин тоже. Переложите как альтернативный вариант. Подумайте, если карты описывают где-то архетип, который откликается в вашей душе, почему женщина так думает, почему считает вас загадочным, или вы перекладываете тогда как загадочная женщина. Ну так вот, почему же он молчит, почему он так себя ведет? Может быть, нет общения, не пишет, не звонит. Вот давайте с вами узнаем, ну и что дальше. Это тоже мы попробуем с вами прояснить. Конечно, останемся реалистами. У нас сегодня колода метафорических карт 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери. Открытые или закрытые. И вначале давайте вот у карт спросим, как они видят вашу историю отношений. А вы можете уже по первым картам ориентироваться, насколько эти отношения откликаются вашей душе. Ну вот до карт, да, еще до того, как я что-то сама достала, умеренность. Ну, может быть, и есть какой-то отклик, а потом какая-то пауза. Или отношения сначала развиваются, а потом, ну, как какая-то глухая стена. Может быть, вы где-то подозреваете своего рода игру, когда человек, вроде бы здесь он был в этих отношениях, вроде бы он знаком, вы ему знакомы, а он вам, а потом он как прохожий вот так, да? Здесь явно двери две закрыты, посмотрите, две двери точнее. И если мы вот так прикроем эту трость, человек хорошо сложен. Это он нам пытается представить как слепой. Или как будто он надевает на себя маску. Или хочет остаться, желает незамеченным. Да, но если мы даже говорим об образе слепого человека, плоховидящего, то мы знаем, что люди, которые страдают этим недугом, у них ну, вынужденное немножко положение тела. А тут мы, если трость уберем, тут нам атлет представлен, которого все хорошо, но по какой-то причине он хочет, чтобы мы его видели именно так. Тут явно может быть какая-то, ну, хитрость, может быть, или когда нерешительность, я это тоже допускаю. Но тем не менее, обычный человек, который в темных очках просто прогуливается мимо дверей, и даже если мы говорим о плохо видящем человеке, он сознательно не направляет даже трость в сторону двери. Очень часто эта карта как значение наблюдения. Ну, так и, в общем-то, нам художник представляет. Есть еще и другое значение, когда мы складываем оружие. Безусловно, это пауза. Может быть, какая-то пауза, с чем-то определиться мы пока с вами не знаем. Но явно отношения не развиваются, правда? Тут вот нам так и говорят. Он действительно молчит, а вы ждете. И тысячи неопределенностей. Вы пытаетесь интуитивно просчитать, это вообще что, мне нужны эти отношения. И Юлия так и спросила, нужно ли вообще действовать дальше. То есть какая-то активность с вашей стороны должна быть. О чем тут думать, как действовать. Итак, что за отношения, как карты видят, вашу историю любви? Ну, тут эмоции, безусловно. По королю кубков в начале, по крайней мере, это нахлынувшие чувства, это какие-то совместные планы, это ожидания. Это больше, наверное, вот проанализируйте, с чего начиналась ваша история. Скорее всего, вы вместе строили планы на будущее. Хорошо было мечтать. Хорошо было что-то наперед, как будто загадывать. Что еще? И все выглядело как, знаете, дар с небес.
Может быть, те отношения, которые нам когда-то казались, словно по судьбе. Мы доверились человеку, и тут ведь меня разные люди смотрят, правда? У кого-то отношения развивались годами, а потом на тебе вообще ничего. Может быть, это вы были даже какой-то период вместе. Может быть, кто-то, и я такое допускаю, даже проживал вместе, но потом по каким-то причинам вы расстались. Может быть, периодически, да, вот такое тоже есть такая форма, когда, как это называется, такой своеобразный брак, когда вы сначала живете у него дома, потом вы переезжаете к вам. Ну, не великий я специалист, но я должна сказать и признать, но я думаю, вы поймете, о чем я говорила. То есть все-таки по шестерке Пентаклей это была какая-то взаимоподдержка, может быть, на какой-то период жизни. Хотя я точно так же не исключаю. Был интерес материальный, мои дорогие, давайте будем реалистами. Ну, может быть, и были какие-то подарки со стороны партнера. Может быть, вы обменивались этими подарками. То есть пока нам обрисовывают ту ситуацию в отношениях, когда был какой-то и материализм, скажем так, были планы, были и совместные эмоции, были и чувства. У кого-то была и страсть, и эмпатия, и романтика. Было все. Куда делось, спрашивается. Ну и вроде бы как по восьмерке кубков предполагалось, что эти отношения переходят на новый уровень, это правда. А получился забор, стена. И непонятно, что с этим делать. Вот вы, наверное, сейчас, как по этой карте четверки Пентаклей, да? Стоит ли действовать? Дверь маловато, девушка великовата. Явно есть какой-то диссонанс. С одной стороны, карта говорит, если ты хочешь туда попасть, может быть, вы и хотите, раз спрашивающий, да, вот кто желает именно прояснить для себя какой-то вопрос и готов сделать какой-то квантовый скачок в эти отношения. Я всегда говорю по этой карте, как будто мы должны рассмотреть альтернативный вариант. Понятно, дверь не вырастет, мы не уменьшимся, но если мы поставим несколько иначе альтернативный вопрос, нам ведь нужно не в дверь войти и не уменьшиться, а попасть в какое-то пространство. Или быть вместе с человеком, да? Мы хотим, но это пока наше желание. Смотря чего касаются желания и с чем они связаны, то у нас есть, в принципе, маневры, как минимум, нам нынешняя ситуация позволяет несколько заглянуть, прояснить ситуацию, то есть как будто за этот забор, и дальше решить, а вообще надо ли с этим связываться. Нужно ли, в принципе, мы можем перемахнуть этот забор, и мы там окажемся. Почему нет? А вот надо ли? Вот такой вопрос. Философский, да? Но явно как будто стена-то присутствует. Кто-то отгородился. И четверка пентаклей. Нет, ничего. Для кого-то из вас, может быть, даже мои дорогие мужчины, я вот вполне допускаю, что смотрят мужчины. И что вас сдерживает в этих отношениях? Ревность. То есть вы не готовы отношения развивать, но и отказываться стоит тоже. И, кстати, мои дорогие девочки, где-то это может быть позиция мужчины. Я допускаю, что, как бы это грустно ни звучало, вариант как запасной аэродром у мужчины может быть. Какие бы ни были эмпатии, мужчина все-таки заядлый материалист. И, может быть, это как какая-то материальная составляющая либо его сдерживает. Но посмотрите, в то же время я не могу сказать, что вот буквально вам никто не напишет. Тут может быть, ну, вот даже вы, Юля, да, к примеру, вы подали запрос, и пока вы это видео увидите, может быть, вот буквально и будет где-то отклик, какая-то весточка, письмо. Может быть, за вами мужчина наблюдает. Мои дорогие девочки, мужчины, я не могу сказать, что в принципе эти связи уже завершились. Жалко это бросать. Это может быть жалко бросать и вам. Поэтому вы еще пока ждете, готовы, да, пройти какую-то неопределенность, прежде чем будет что-то понятно. Кто-то из вас сохраняет пока возможность восстановления отношений и пытается, ну, добыть информацию об этом человеке. Вот буквально и так тоже. Посредством интернет, может быть, посредством знакомых, если... Ну, все зависит от того, что вас свело. Или вас кто-то познакомил, да, или
вы где-то так состыковались в каких-то при обстоятельствах, допустим, да, и с частью обстоятельств у вас там продолжение, контакты имеются. Но если не имеется ничего, а только интернет-общение, вот, кстати, будьте внимательны, я пока могу допустить, увы, но и такую историю, если это интернет-знакомство, то и ведь со стороны мужчины, например, да, хотя или со стороны женщины. Здесь может быть такая ситуация, когда, ну, не оказаться в ловушке тоже будет важно. Смотреть на мир открытыми глазами, на отношения тоже. Увы, у нас есть камеры, причем в разных обличиях, мужских и женских. Сначала начинается какая-то любовь, начинается какая-то эмпатия, да, вроде бы люди перекликаются, ну, веяниями своих желаний, души. Ну, в принципе, это ведь, согласитесь, природа человека такова, что мы мечтательны, и это прекрасно. Но на кого мы рвемся? Вот, наверное, вопрос весь в этом. И поэтому тот, кто занимается такими неблаговидными делами, он хорошо уже изучил вот эти все механизмы, ниточки, да, поэтому не попасть на удочку манипулятора такого будет тоже важно. Мы ведь просто смотрим первые карты. Может быть, интернет-знакомство вот конкретно, да, как будто дверь открыта. Это что? Это интернет, это связь посредством интернета. И интернет, безусловно, интересное и очень познавательное место, но отчасти опасное. Это тоже об этом много говорится. И, может быть, мы где-то эту грань когда мы себя сохраняли, несколько потеряли. Но если мы говорим, почему он молчит? Ну вот какое-то время молчит, потому что он тоже какую-то стратегию и тактику, я так вижу, обдумывает. Ну и вы-то тоже обдумываете. Действовать, не действовать. А что за человек за этим скрывается? Но вы человека не видите, не знаете. Это вы только видите часть. Ту часть, которую вам демонстрируют. Напрашивается резонный вопрос, кто он? Кто он? Просто давайте достанем. Тот человек, который, с одной стороны, сейчас находится на какой-то жизненной развилке. У него сейчас явно есть какой-то сложный вопрос, и, может быть, это не совсем касается вас, потому что для него, как судьба, дает какой-то случай. Вполне допускаю, что это та персона, которая сама по себе может мыслить так, а вдруг завтра этот случай придет еще лучше, или придет человек еще лучше, еще более состоятельнее, еще более ресурснее, или для меня как пространство, фортуна поможет решить какую-то запутанную ситуацию. Но здесь, знаете, и кто он, все-таки тут мог быть человек совершенно одинокий, мои дорогие, который находится в страхах. Вот этого я тоже не исключаю. Он боится. Нам показана монахиня. Именно в этой колоде карт эта монахиня открывает дверь, потому что она услышала плач младенца. Понятно, что она не оставит этого младенца за бортом как будто жизни среди холода и луж мерзнуть, да. Она, понятно, его внесет в дом, но что она будет делать с ним дальше? Ведь по этой карте явно и, скорее всего, та персона, на которую вы думаете, здесь не скажет, что все гладко в жизни человека. Нет, что-то его, ну, какие-то детали его жизни все же заставили принимать какое-то очень важное решение, может быть, как брать обет одиночества, безбрачия. Ну, это не буквально, да, монашество, но это когда сам себе человек сказал: нет, не будет больше в моей жизни, допустим, никаких продолжительных отношений. Могут быть страхи именно потому, что человек испугался того, что любые отношения – это не есть как статика какая-то. Да, он мог рассчитывать на то, что, ну, погуляем, пообщаемся. Ну, к примеру, да. А любые отношения, они как бы продолжение какое-то следует. И пусть ты-то сам так придумал, да, а вторая сторона, она ведь ждет продолжения, они должны развиваться. Если они не развиваются, как минимум начинаются вопросы. Почему?
правда? Вот, наверное, поэтому вы и застряли. Он сам пока еще с чем-то не определился. С одной стороны, всегда эта карта говорит. Вот, кстати, вы могли, я такое допускаю. Я единственное, что сразу исключаю. Интернет-знакомство. У меня, мои дорогие, сразу под сомнение. Вот здесь нужно смотреть в оба. Потому что четверка пентаклей может говорить о том, что а надо ли тебе в этом участвовать. Вот это да. С чего началось это отношение? Если где-то уже, я вам сразу скажу, наверное, кому этот расклад не подойдет. Если это было интернет-знакомство, сначала были эмоции, а потом начались какие-то сразу, знаете, ну, материальные вопросы. Человек просит денег, или вот, ну, как-то вот пошла какая-то часть отношений, вы его не знаете, не видите, ну, вроде бы вам кажется, что это, да, человек, который откликается всей вашей душе, всеми фибрами, да, вас чувствует, ну, фибры фибрами, да, вот эти чувства. Ну, будьте реалистами, если сразу как-то переходит, отношения переходят или вопрос переходит в денежный, то тут надо выходить из этих отношений. Тогда вам как будто судьба закрывает этот путь. Надо сказать спасибо, действовать буквально на сохранение самой себя. И по вот этой карте как будто еще и какое-то время быть очень внимательному к интернет-знакомствам. Вот я сразу рассказала все. Если это история, когда вы друг друга знали, видели, проживали, да, то есть это вторая часть, которую я тоже обрисовывала по картам. То есть вы, в принципе, представляете человека, было общение, то тогда это мы идем дальше. Тут, правда, все намного сложнее, потому что у человека сейчас очень сложный выбор. Он дал себе, опять же, как обещание, зарок, нет, вот туда я не ногой. Но когда-то ведь что-то его, вот сама знаете, как первопричина, заставила ведь себе дать такое обещание. Или словно уйти в этого отшельника. А прежде, вот как эта монахиня, вполне вероятно, мечтала эта женщина о том, что будет семья, будут дети, будет дружно, будет любящая атмосфера, и это будет такой, знаете, теплый, уютный дом, как крепость. А вышло не так по каким-то причинам. И вот теперь как подарок с небес, подарок судьбы. Вот этот младенец, да, возможность. А человек этого не ждал. И это тоже очень сложное решение, потому что решиться на что-то надо. А решиться сложно. И если вот где-то теперь у вас это совпадает, идем дальше, мои дорогие. Еще пару карт достанем. Что за человек? Да, тут человеку очень сложно, как вы понимаете, это свою жизнь словно начать в какой-то новой плоскости, начать в других принципах, в другом пространстве, с другими обязательствами, может быть и так. Может быть, человек и вам не верит. Вот этот момент он тоже присутствует. Но и осталось еще такое значение, когда все-таки присутствует явно, если мужчина, который вы смотрели, да, до этого времени, ну, как бы все до этого времени у вас все совпадает, то это может быть тот мужчина, к примеру, мы все-таки на загадочного мужчину, у которого нет проблем с контактами с женщинами, вот буквально так. Это не значит, что он какой-то там гулящий, да, или что-то. Но для него это были не более чем легкий флирт. Ваши отношения зацепили глубоко. И он пытается разобраться, это что такое, надо ли мне вот это вообще, эту кладку прорубать, так ли будет приятно, хорошо и надежно то, что я увижу потом. А вдруг потом будет что-то еще более интересное. Давайте, кто же он? Здесь колеблющийся мужчина. Он закрывается, потому что тут непонятно. Не то эти двери поставить и закрыть, не то наоборот. Продолжать отношения, как будто вдвоем, вот с семьей находиться в доме, и тогда вот уже ради интереса, сохранения отношений, ради стабильности, вот дом моя крепость, закрою эти двери. По девятке жезлов явно он пока не определился, мои дорогие. Где-то, может быть, он, опять же, нулевой аркан. И боится сглупить. И с другой стороны, вот как эти ключи от пространства, есть возможность, дар небес. Сложный выбор, мои дорогие.
Он понимает, что он столкнулся с сильной женщиной. Вот конкретно так. Та, которая самодостаточная. Но явно, какие бы ни были мысли прежде, теперь уже ему нужно, как будто он это понимает, мои дорогие, точно понимает, что нужно либо эти отношения переводить в новую плоскость, либо выходить из этих отношений. Вот он сейчас об этом думает. И что будет, если я буду продолжать? Тогда он может вас бояться. Примите это тоже во внимание. Ну, не буквально там вы такая внешне, да, нет, я об этом вовсе не говорю. Понимаете, вы самодостаточный человек. Он вас не может просчитать. Все прежние связи, там как-то было попроще. Там не было каких-то высот особых. Там, ну, даже если, ну, повстречались и разошлись, ну, может быть, там кто-то устраивал скандалы. Да, он вообще на это не реагировал. А здесь зацепило. Он понимает, что в вас тоже достаточно силы. Может быть, у кого-то из вас, мои дорогие, даже такая история. Мужчина закрылся, закрылись и вы. Вы тоже сейчас раздумываете, может быть, это пауза. Он начал, да, потому что не мог определиться, а вы продолжили. И вот теперь эта дверь непонятна. Не то мы ее будем ставить, не ставить, открывать, закрывать. Что с этой дверью делать и вообще чего? Вот вы оба можете где-то чувствовать отчасти себя, но вот как в ситуации нулевого аркана. Не то я прямо тут над пропастью сейчас, и все рушится. Не то все же это мне пространство дает какую-то новую возможность. Если и строить отношения, то как? Ну, вас, безусловно, я могу предположить, особенно если были встречи, у кого-то могла быть страстная любовь, чувство. Это притяжение. Мужчина всегда, когда выпадает, это аркан женской силы. Но он также понимает, что прежние методы не сработают в отношении вас, потому что самодостаточность, опять же. Что еще? Кто он? Да, но он не готов действовать. Он не знает, как действовать, он боится, он с чем-то не определился. Ну вот, буквально так. Вот интересно. Отчасти это где-то, знаете, нам сразу говорит, да, почему он молчит. Ну, давайте мы еще достанем такой вопрос, раскроем. Почему он так себя ведет? Ну, да, ты боишься, почему не продолжить общение? Почему, к примеру, не проговорить что-то? Почему? Он не просто молчит, а почему он еще так себя ведет? Ну, вообще-то, по рыцарю Пентаклей продумывает с вами или продумывает, представляет, может быть, ту траекторию движения, на что он готов решиться. Может быть, буквально в материальном воплощении, потому что материальная карта по рыцарю Пентаклей все же это связи, которые лет на 10, как минимум 20. То есть это марафонский забег. Может быть, это он уже понял о вас, что с вами не флирт какая-то такая, знаете, игра не получится. Тут придется снять маски, тут не проиграешь долго. Здесь иначе это как дорога в один конец и билет в один конец. Но что-то же цепляет. У кого-то действительно, между прочим, будет ревность, мои дорогие. Одна может быть мысль, которая его может побудить, вот даже так, побудить на действие, именно потому что он и терять-то вас тоже не готов. И он может понимать, что если вы какое-то время, вот, кстати, особенно совпадет для тех, кто тоже сейчас сам закрылся. Сначала, может быть, это было со стороны мужчины, а потом и вы приняли решение, ну, раз ты так, окей. Хочешь поиграть в прятки? Я тоже в них играть умею. И он где-то начал ощущать, что, ага, может быть, это опять же с прежними женщинами. Там было все намного проще. А тут опять недостаток, получается, недостаток информации у него сейчас, недостаток контактов, недостаток, пусть даже наблюдает, но он не может о вас найти много информации или какой-то полноценной информации, не может понять, что у вас. Он может предположить, что вы с ним не общаетесь, потому что есть кто-то другой, альтернативный метод. И для него будет именно побудительный момент тот, что он обдумывает, да,
как это мне так сделать? И я не могу сказать, что он тут уже готов вкладываться. Все-таки у нас пока мелкие карты идут. Но и не готов терять. Вот так. Вот интересно. Почему он так себя ведет? А тут, знаете, тут такие отношения. Про страсть – да. И у кого-то очень сильное сексуальное притяжение, интимная связь, мои дорогие. По королю жезлов это действительно жезловая энергия, будем говорить, вот это притяжение в паре. Но сама-то харизма человека, ведь это харизматичный лидер, поэтому по части лидерства – да. А вот по части участия, продолжения, ну, маловероятно. Либо поддерживать вот эту энергию интереса, да, может быть, сейчас ее нет, и в то же время вот карта будет тогда совпадать, что да, страсть есть. Почему он себя так ведет, если мы спросили? Но он же лидер, он, в принципе, может быть, скорее всего, привык к тому, что женщины словно сами с штабелями укладываются, ну, вот что-то такое, да. Почему он так себя ведет? А с вами, с вашей стороны, тут тоже пауза. Да, вот смотрите, семерка жезлов именно в этой колоде, открытой или закрытой двери. Вот вглядитесь в эту карту, и непонятно. Не то закрывает грот, не то открывает. Вот и он не знает, не то открыть, не то закрыть, не то продолжать, не то что. Если продолжать, в каком формате. А если закрывать, а с чем я останусь? Кто будет мое лидерство подпитывать? Никто. Так, почему он так себя ведет? Но все-таки, смотрите, какие-то аккуратные шаги мужчина все-таки продумывает. Я не могу сказать, что это вот буквально действия, но осторожные действия, весточку. Вот вы знаете, действительно, еще нам снова говорят, как и первая карта в этом ряду, почему он так себя ведет, он что-то как бы детализирует, узнает. Может быть, буквально просчитывает. Тут все-таки лидер, да, нам тут еще и говорили денежную ситуацию, если мы все же о ваших отношениях у кого-то из вас. Ну, человек, может быть, решает какие-то финансовые вопросы, но я не могу сказать, что он гол как сокол. Нет, тут есть какая-то материальная составляющая. Но, может быть, он решил вкладываться по минимуму в ваши отношения. Мои дорогие девочки, ну, а что ж ты тут скажешь по пажу Пентакли? Есть какая-то незрелость. Незрелость его планов где-то, да, вот посмотрите. Нам молодой человек в шутовском костюме показан, который стучит буквально в дверь. Он как гонец, с одной стороны. И вот этот предмет, который за спиной, вроде напоминает как переплетение колец. А если поглядимся повнимательнее, да ни разу это не кольца, это какая-то путаница, не более. Что-то тут запутывает, он сам себя запутал. Ну и попробуй ты в этом разберись, почему он так себя ведет. И вот сколько он себя не путает, он пытается, знаете, словно какую-то многоходовочку, правда, продумать. Вот поэтому он так себя и ведет. Продумывает один вариант. Или, а что будет, если я поступлю так? А что будет, если я поступлю так? А что будет, если третьим образом? И вот третьим образом где-то, пока он дойдет вот до этого момента, когда прыгать надо, иначе поздно, женщина прекратит эти взаимоотношения. И все. Кто-то из вас мог уже теперь, может быть, и пройти такой долгий период, вот как будто мы сами перестали стучаться в какие-то двери. Ну, давайте мы с вами узнаем, почему он не пишет. Может быть так. Почему нет какого-то минимального пока контакта? Ну и напишет ли? Давайте узнаем, почему он не пишет. Ну вот смотрите, раскрывают нам эту ситуацию, что, во-первых, все-таки, наверное, у человека есть какие-то дела, к примеру, десятка кубков может свидетельствовать о том, что у него это не есть человек, который, я говорила вскользь, что явно не бессребренник. Может быть, у человека какие-то вопросы по части жилища сейчас будут, он их пытается решить, именно дом. У кого-то это обязательства, мои дорогие. Может быть, даже если мы не затрагивали этот момент, но это может быть
человек, который еще семейный. Может быть, у вас и были какие-то встречи, контакты, но вы знаете, что, ну да, может быть, и обещал, да, у нас состояние развода отношений, я разведусь, но тем не менее человек не развелся, и он пока не может это сделать. Или наоборот, он уже, пусть уже расторг отношения, теперь он вроде как свободен, но остались обязательства. Или тут какие-то третьи лица, например, там дети, родственники, менталитет, мои дорогие, у кого-то, если нам говорят интернет, в разных странах разный менталитет. И есть то, некое табу, да, почему он не пишет. Потому что есть, с одной стороны, какие-то обязательства, которыми он занят, с другой стороны, он видит, что и с вами-то, чтобы продолжать, тоже какие-то обязательства нужны. Точно обязательства нужны. Тут можно с вами построить взаимоотношения на равноценном обмене. Почему он не пишет? Вы знаете, вы для него очень важны, Солнце. Он надеется, что какая-то ситуация все-таки прояснится. Я не могу сказать однозначно, что здесь нет продолжения. Мы посмотрите, сколько карт достали, и нам все-таки говорят о том, что, ну, где-то человек, мужчина склоняется к тому, что продолжение следует, мои дорогие. Тут что-то должно быть прояснено. Поэтому, может быть, какие-то вам предстоят, ну, такие серьезные разговоры. Ладно, давайте мы это тогда спросим. Он-то молчит сейчас. А что же дальше? Потому что, ну, выпали такие карты, как будто продолжение следует. Что дальше? То есть, ну, его действия, наверное, да? По рыцарю кубков, знаете, давайте я еще достану. Это не карта, которая сразу свидетельствует. Ну да, она не свидетельствует о том, что прямо резко вдруг проявился и вам какую-то ясность внес. Хочет человек, вот именно почему он молчит, да, и почему не пишет, не откликается, может быть. С одной стороны, я могу для кого-то предположить, что вот этот триплет будет говорить о том, что хочется ему все же продолжение, потому что по карте Солнца как-то было очень с вами хорошо, ярко, запоминающе, есть что-то общее, есть взаимоэнергообмен, что с вами по-другому не получится. Ну вот если мы смотрим на действия по рыцарю кубков, о готовности его в данный момент я не могу сказать ничего конкретного. Вот посмотрите, да, что дальше. По рыцарю кубков, да, опять же, вдохновиться, но как? Моментом. Потому что человек предполагает, что да, дверей закрытых нет. Дверь вот, или точнее вот как отверстие в гроте, да, от вход в грот, он открыт, но надо перед этим пройти еще холодный душ. Решится он на этот холодный душ или нет? Тройка мечей, он боится разочарований. Я могу сказать еще вот такой момент, почему он боится действовать. Продумайте, тут, знаете, какая-то история, когда вы, может быть, вы какую-то фразу сказали, может быть, это вы как-то так поступили, что, ну, буквально он прочувствовал, с одной стороны, вашу силу, и он понял, не знает, как вообще с вами взаимодействовать. Может быть, мои дорогие девочки, вы, сами того не желая, словно прорицательница, что-то такое сказали, а это исполнилось. Возможно, это просто ваша какая-то, знаете, как характеристика. Может быть, был какой-то спор. Вот я такое допускаю. Потому что тройка мечей тут явно была какая-то, ну, если не конфронтация и не спор, то момент недопонимания. Когда он обозлился, он не просто обиделся, закрылся. Вот это точно. Тут всегда ведь это карта прошлого. А мы смотрим, что будет дальше. Вот дальше, как будто вот это разочарование надо перевести сначала в холодное равнодушие, чтобы выздороветь, а потом идти дальше. Сможет ли он это сделать? Сейчас именно в этом вопрос. Он не может решиться. Ну и он действительно вот именно боится, сможет ли он перевести вот это разочарование, вот какая-то либо фраза, либо тема, которую вы обсуждали, может быть и так. Переложите, вспомните, проанализируйте. Есть какой-то пункт ваших отношений, когда вы, может быть, сами того не желая, но вы как-то дали недвусмысленно понять ваши принципы, четкость. И человек понял, ага, вот как было со всеми,
Тут так не будет. Здесь приходится как-то совершенно иначе. Но по рыцарю мечей он действительно, может быть, где-то предполагает, что вы сейчас можете и взбунтоваться, кстати, буквально. Или вы можете ему такую правду сказать, что ему мало не покажется, попросту не унесет. Так и хочется сказать. Ну, правда, ведь это выздоровление. Прежде чем мы переведем отношения на новый уровень, он столкнется как будто вот с этой правдой, от которой станет еще хуже. И вообще непонятно, стоило ли возобновлять эти отношения, стоило ли вот как будто вот в эти ворота биться, да, у нас могучий кентавр. Он сейчас прекрасно понимает, я могу так это словно разбежаться, взять подальше, да, прицел, и так посильнее ударить. Да, этот забор рухнет. А что я там увижу? А не разочаруюсь ли я еще больше? Давайте все-таки, если он молчит сейчас, так что дальше? Что дальше? Достанем еще 3 карты. Смотрите, башня, я могу сказать так, что дальше? У человека, вот я сказала, да? Есть ряд вопросов, которые он сейчас еще пока не решил. Это то, что касается его, может быть, прошлой жизни. Или, может быть, это вопросы дома. Или прошлых отношений. Тут есть то, о чем вы даже не знаете. И вам об этом не скажут. Вот это у него сейчас в процессе трансформации тоже. У него есть какой-то нерешенный вопрос, понимаете? И если добавить еще ваши отношения к этому нерешенному вопросу, будет полная путаница. Он в том состоянии, когда он вам сейчас вообще ничего не может пообещать. А почему? А ему как будто, может, придется куда-то поехать или переезжать. Или действительно вопросы дома, переезда, может быть, куда-то далеко. И он вам об этом не говорит. Он явно имеет какие-то планы. Он, с другой стороны, почему он надеется на удачу, на успех, что он встретит какого-то нового человека. Я это тоже должна сказать, это аркан популярности. И именно в этой колоде карт. Как будто, посмотрите, на мужчина изображен. Он пользуется вниманием. Посмотрите, одни женщины почти. Ну, есть и мужчины, но тем не менее. Толпа рукоплещет. То есть это популярность. Он, ну, какой-то особенный. И, в принципе, он удачлив по жизни. Может быть, и правда, фортуна где-то играет всегда на руку. Он знает, что в этом моя сила. Всегда найдется какой-то альтернативный вариант. Вот тебе и на. Что дальше? Это он надеется, да? Но он ничего делать не будет, он боится. Вы знаете, тут какая-то нестабильность у человека идет. Да, вот этот выбор надо делать. У кого-то выбор именно может быть у каждого по-своему. Менталитет, предыдущий брак или еще теперешний, сегодняшний брак, нерешенные отношения. Здесь есть какая-то уже путаница, прежде чем можно было бы что-то планировать дальше с вами. Вот поэтому он где-то и молчит. Что будет дальше? Не готов человек, вы знаете, как-то действовать откровенно. Он принимает, что да, есть эмоции, есть то, что вы ему, вот ваши отношения, ваше общение приносит. Поэтому к манипуляциям он готов. К иллюзиям помечтать прекрасно. Но что-то сейчас переложить, вот буквально прямо сейчас, в какую-то плоскость более реальную. Но не готов. Вот посмотрите, сколько карт мы достали. И я хотела бы тогда спросить, как вам действовать? И стоит ли вообще действовать? И я взяла цыганский оракул Сибила. Сразу хочу предупредить, неожиданно этот оракул, потому что значения карт, они не менялись. То есть, ну, понятно, карты относительно новые с момента покупки, но значения карт, они как были первоначально, так они и остались. Так вот, давайте мы с вами узнаем, как действовать вам. Так вот, знаете, неожиданно. Купец. Вы знаете, у кого-то из вас, правда, товарно-денежные отношения. Тут есть какой-то, не случайно, это шестерка пентаклей. Эти отношения можно оставить как одну из
социальных связей, скажем, если вы общаетесь, да, или вы где-то контактируете. Может быть, нерешенные темы по финансам. Если вот вас какая-то материальная составляющая, вот будьте внимательны здесь, но я имею в виду только те отношения, которые, когда вы друг друга знаете. Я не беру те, которые интернет-знакомства, и вы ни разу друг друга не видели, не контактировали, не встречались, не долгое время какое-то, как будто не проживали, не имели дела, не узнали друг друга как надо. А тут именно какая-то история отношений, которые не совсем про чувства, а когда уже была какая-то конкретика. И вот если она осталась, да, именно с позиции материальных каких-то тем, вот это будет в качестве дружбы продолжено. Хорошо, так а что тогда дальше? Снова нам про деньги. Вот да, это может быть дружба, это какая-то взаимопомощь, взаимовыручка, я такое могу предположить. Может быть, если это присутствует в ваших отношениях. А если нет? Ну, давайте спросим. А если нет? Альтернативный второй вариант. Комната. Это как какое-то помещение. Рождение чего-то нового. Хотелось бы, да? У кого-то могла быть какая-то, вот все равно аркан завершения, понимаете? Для тех из вас, мои дорогие, у кого была, вот нет какой-то составляющей, да, материальной, вот так как однозначно за весь наш расклад, то тут, похоже, может быть такая история. Действовать вам стоит или нет, то тогда вам как будто вот эта комната непознанная. Нам ведь не говорят, что это за комната, да? Вам как будто нужно идти в новые отношения или строить новые связи и быть готовым к тому, что вот это может быть финал. Как вам нужно действовать? Видите, наш расклад получается, несмотря на то, что какие-то есть совпадения, да, по первым картам, финал немножко разнится. Как вам нужно действовать в первом случае? Правда, у кого-то был брак, у кого-то были контакты, у кого-то, может быть, они и были, но у вас все-таки материальная составляющая, она не присутствует. Итак, вот первый вариант для тех, у кого... Ага, тут какие-то вопросы дома, стало быть, какие-то встречи или согласования, да, документы какие-то будут. Но вот посмотрите, у человека сейчас, да, стоит ли действовать. Тут какая-то больная история, это точно. А что это еще может быть? Больная история по части, может быть, недвижимости, жилья, может быть, это и у вас. Карта свадьба. Но все равно, вы знаете, тут вот именно для, я уже не обрисовываю заново, но первая позиция, да, из вот этой финальной, здесь все-таки встреча будет. Может быть, это будет после того, хотя я не могу сказать, что это после. Я бы сказала, что тут какие-то контакты, ну, они как будто вот-вот уже продолжаются. Или пусть в минимальном объеме, но явно тут взаимодействие есть. Тут будут какие-то договоренности. Может быть, это некоторые вопросы, которые вам еще придется проговорить о детях, о недвижимости, о деньгах буквально. Посмотрите, нам тут и купец, и карта денег, и карта дружбы. Тут, понятно, что тут продолжение какое-то следует, и вопросы дома, и более того, свадьба. Ну, понятно, что не буквально свадьба. А это что? Это подписание какого-то документа. Это что мы делаем, ну, буквально, может быть, юридически, жена. Ну, может, у кого-то и свадьба. Почему нет, да? Может быть, и повторный брак, да. Ну, это так относительно, мои дорогие. Но в любом случае, будем говорить, это какие-то обязательства вас еще будут сдерживать. Это железно. Хорошо, вторая ситуация. Давайте, как вам действовать? Стоит ли действовать вообще? Еще раз посмотрим. Тут надо мудро подойти к этой ситуации. Буквально аркан ученого. Вы знаете, тут как выздороветь надо. Действительно, надо выздороветь. Это утешение. Вот как-то мудро, если вы, посмотрите, подойдете. Аркан влюбленный. Вы встретить можете совсем скоро нового человека. Это не вы влюбленная, это вас влюбленная. Вы должны как бы строить отношения из того, что, ну, все равно с элементом новизны я тут вижу. Ведь нам верхний ряд так сказал. Может быть, влюбленность, когда вы начинаете отношения,
не нужно торопиться. Какое-то время вот как будто, как ученый, да, пронаблюдать нужно. Ну, где-то, может быть, и не торопиться все же. Как утешение, так и ученый не предполагает спешки. Как вам действовать? Вы знаете, тут вы тоже можете еще столкнуться с людьми, которые ищут удовольствия. Причем это конкретно могут быть люди, которые на время находятся как в зоне ограничений, самых разных. Может быть, тут у нас солдат показан, но не обязательно солдат. Здесь могут быть люди, которые все равно в зоне ограничений. Они сейчас не могут ни вправо, ни влево, но они пытаются, они ищут удовольствие. Вы знаете, здесь для вас почему вот не откликается человек, вот для кого-то даже так. Тут как будто нам говорят: заверши и иди в новое вообще. Тут есть какая-то история, ведь тоже комната, незнакомая комната. Как будто ты тут чего-то и не знаешь по этим отношениям, и знать не будешь. Вот и такой вариант уже с учетом всех карт я могу дополнить. Человек, да, он себя пытается вдохновить, но вам надо какие-то совершенно невероятные варианты предусмотреть, потому что, да, тут то, что вам транслирует, совершенно не обязательно будет правдой. А человеку нужно, ну, как будто внести долю романтики, эмпатии какой-то в жизнь, отклика, и вот он ищет это. Вот как действовать. Тут человек ищет, и вы тогда для него, как вот этот богатый улов и сюрприз. А вот правда, будьте-ка вы внимательны. Хорошо, ваши действия по второму варианту. Вот тебе раз вообще ни разу не предполагала, что пойдет так. А тут прям как предупреждение. Какое-то письмо вы получите тоже. А что в этом письме будет? Печаль. Ну, какое-то либо сожаление, или вам все равно скажут какой-то вопрос о деньгах, мои дорогие, или что какая-то удача, или вас будут к чему-то склонять. И вы знаете, все-таки я вижу так, вы получить можете какое-то письмо, которое так или иначе будет либо вам преподнесено, как для вас какая-то удача или возможность, но это не та возможность, которую вы ждете. Для вас это будет удача, чем быстрее вы пройдете эту печаль. Правда, я бы сказала так. Давайте заключительным аккордом. Последняя карта. Вас в любовь, понимаете, тут надо очень разумно подходить к этому. Как будто любовь, она стоит между печалью и удачей. Понимаете? И еще одновременно, ну, может быть, отношения по переписке. Здесь нужно в какую-то реальность переводить отношения для того, чтобы четко видеть, будут они развиваться или нет, узнать о человеке больше. Здесь нужно встречаться, наверное, я бы сказала так, или переводить из сферы чувств в узнавание, мои дорогие. Потому что я тут вижу, что тут есть все-таки больной вопрос в том, что это вы путем догадок пытаетесь как будто вычислить человека, но до конца он для вас закрыт. Поэтому где-то и печаль. Но вот эта удача, вы знаете, тут нельзя все-таки, опять же, денежная тема проигрывается. Нельзя тут с деньгами дать себя облапошить только лишь потому, что вы, к примеру, будете вкладываться в отношения в надежде, что человек откликнется. Будьте внимательны, мои дорогие девочки. Ну и мужчины тоже. Здесь не может быть любви по переписке. Если переписка есть, значит, если вы хотите, чтобы это действительно была удача и любовь настоящая, а не печаль, тогда переводите максимально в реальные отношения. Проясняйте. Если не откликается человек, делайте выводы, завершайте и идите дальше к новым отношениям. Ну, а по первому варианту тут все-таки будет что-то продолжаться. Я даже не достаю дополнительных карт. Тут, наверное, какой-то свой срок. Ну, как будто это уже вот-вот что-то будет решаться. Да, ситуация больная, непростая. Но продолжение, по крайней мере, оно следует. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарна за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.